В начале 20 века перед фермерами встала нелегкая задача – быстрое освоение целинных земель. Имевшиеся для этого паровые локомобили были дороги и малоэффективны, а новые легкие тракторы разорвать тысячелетний дерн не могли. В результате возник совершенно новый класс тяжелых сельскохозяйственных машин. Друзья, всем привет! Это 63-й выпуск серии Про, и сегодня мы говорим про керосиновые тракторы. Одним из пионеров в производстве керосиновых сельскохозяйственных машин является американская компания Hart-Parr. В 1901 году она не только выпустила свой первый трактор, но и придумала само это слово. Одной из самых ее популярных моделей стал Hart-Parr 3060. Трактор имел мощность 60 лошадиных сил, трансмиссию с одной передачей вперед и одной назад и весил более 9 тонн. Он применялся для вспашки тяжелых целинных земель, транспортировки грузов, строительных работ и привода стационарных машин. На обработке почвы машина потребляла до 30 литров топлива в час, на транспортных работах около 20. Запуск 38-литрового двигателя производился вручную. При этом в качестве пускового топлива применялся бензин. Вместо воды в систему охлаждения двигателя заливалось масло. Оно не только не закипало летом, но и не замерзало зимой. Продолжением серии должны были стать 15-тонный Hart-Parr 4080 и 24-тонный Hart-Parr 60-100. Однако дальше опытных экземпляров дело не пошло. Hart-Parr 3060 производился с 1907 по 1918 год и разошелся тиражом 3798 штук. Одним из самых больших тракторов компании Рамли стал выпущенный в 1910 году Advance Ramle Oil Pool E3060. Он оснащался двухцилиндровым 30-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, также имел одну передачу вперед и одну назад и весил 12 тонн. Длина машины около 6 метров, ширина около 3. Система охлаждения классическая водяная принудительная. Объем системы охлаждения 270 литров. Главной проблемой керосиновых машин того времени, как ни странно, было топливо. Оно не только плохо воспламенялось на холодную, но и непредсказуемо вело себя на горячую. Из-за низкого октанового числа двигатель начинал стучать, перегреваться и терять мощность. Инженеры компании эту проблему решили просто. Они добавили впрыск воды. Работала система так. Вода подавалась во впускной тракт, там она смешивалась с топливо-воздушной смесью, далее поступала в камеру сгорания и, испаряясь, охлаждала ее. Количество подаваемой воды регулировалось автоматически. При высокой нагрузке воды подавалось больше, при низкой – меньше. Средний расход топлива и воды при этом был примерно 1 к 1. Oil Pool E3060 использовался для буксировки грейдеров, тяжелых плугов, привода молотильных комплексов и пилорам. Выпускался трактор в течение 13 лет. Общий тираж составил более 8000 единиц. Сердцем большинства сельскохозяйственных машин начала 20 века были огромные двухцилиндровые установки объемом от 30 до 38 литров. Они отличались надежностью и простотой, но имели высокую вибрацию. Gas Traction Company из Миннеаполиса решили исправить это и построили первый американский серийный трактор с 4-цилиндровым двигателем Big 430. Масса машины около 9,5 тонн. Мощность порядка 60 лошадиных сил. Количество передач 2 вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения 4,8 км в час. Управление машиной было реализовано по локомобильной схеме. Рулевой вал через редуктор связывался с барабаном, расположенным под рамой машины. На барабан наматывалась цепь, свободные концы которой крепились к передней поворотной оси. При вращении рулевого колеса барабан наматывал один конец цепи и ослаблял другой. В результате передняя ось поворачивалась, и трактор менял направление движения. Одним из интересных технических решений, примененных на Big 4, стала система автоматического ведения борозды.
Это устройство крепилось к передней оси и имело специальное колесо, которое двигалось по дну борозды. Такой автопилот освобождал оператора от необходимости постоянно корректировать курс, что было особенно удобно при работе на длинных участках протяженностью в несколько миль. Big 430 выпускался с 1910 по 1915 год, но точных данных о количестве произведенных машин нет. Известно лишь то, что до наших дней сохранилось не более 20. Pioneer Tractor Manufacturing Company была основана в 1909 году, а первый свой трактор выпустила в 1910. Технически совершенный со всех сторон Pioneer 3060 оснащался 20-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем мощностью 60 лошадиных сил, трехступенчатой коробкой передач и весил 11 тонн. От современников Pioneer отличался остекленной кабиной, полностью закрытой в пылезащитной кожуха трансмиссией и системой рулевого управления автомобильного типа. В ней для изменения направления движения машины поворачивала не вся ось, а только поворотные кулаки. Компания Pioneer имела развитую дилерскую сеть и в отличие от конкурентов давала долгосрочную гарантию. Если в гарантийный период двигатель выходил из строя, владелец должен был сообщить агенту, у которого был приобретен трактор, о случившейся проблеме. После этого с сервиса направлялся специалист, изучавший технику на месте. Если двигатель запускать не удавалось, агент был обязан забрать машину и вернуть покупателю деньги. С 1910 по 1927 год было построено около 1500 машин. К настоящему времени сохранилось 14 экземпляров. Уоллес Tractor Company была основана в 1902 году, однако первая машина вышла только в 1910. Трактор, получивший название Уоллес Бир, имел мощность 50 лошадиных сил, 3 передачи вперед и 1 назад и весил около 7 тонн. Объем двигателя 24 литра. Пуск двигателя ручной. Для привода стационарных машин он оснащался задним шкивом отбора мощности, а для защиты оператора от солнца и осадков в качестве опции предлагался навес. Причинами выбора трехколесной конфигурации считается желание повысить маневренность и улучшить обзор. Однако на практике трактор оказался неустойчив и признания на рынке не получил. Несмотря на это, компания продолжила разработку идеи и позже были выпущены более легкие трехколесные модели Уоллес Cup и Уоллес Cup Junior. Четырехколесные версии машин появились только ближе к началу 20-х. Трактор Уоллес Бир производился с 1910 по 1914 год, и за это время было произведено около 30 машин. В начале 20 века Outman & Taylor была известна как производитель тяговых паровых двигателей, молотилок и различных сельхозмашин. Однако, когда стало ясно, что будущее за двигателями внутреннего сгорания, руководство приняло решение о разработке собственных керосиновых машин. Трактор Outman & Taylor 3060 оснащался четырехцилиндровым 23-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, трансмиссией с одной передачей вперед и одной назад и имел массу 11 тонн. Длина машины 5,5 метров. Максимальная скорость движения 3 км в час. Трактор применялся на вспашке, культивации, транспортировке грузов, а также в качестве энергетической установки для привода различных стационарных машин. Стоил он около $2500 и производился в течение 13 лет. В 1923-м Outman & Taylor была продана компания Advance Ramley, и производство тяжелых машин для нее на этом закончилось. International Harvester была создана путем слияния нескольких больших машиностроительных компаний в 1902 году. В начале 20 века она имела два огромных завода, производивших разные линейки машин. В Висконсин собирали серию Titan, в Иллинойсе серию Mogul.
Mogul 3060 выпускался с 1912 по 1917 год и являлся самым тяжелым трактором International Harvester. Он имел двигатель мощностью 60 лошадиных сил, трансмиссию с одной передачей вперед и одной назад и весил около 10 тонн. Диаметр ведущих колес около 2 метров. Максимальная скорость движения 4 км в час. В качестве системы пуска первые машины оснащались пневматическим стартером и ресивером. В дальнейшем они были заменены на бензиновый пусковой двигатель мощностью 0,75 лошадиных сил. Он монтировался на эксцентриковой платформе и прижимался к маховику основного двигателя. После запуска пусковой двигатель отводился назад и останавливался. В 1917 году работы над сериями Titan и Mogul были свернуты в пользу более компактных сельхозмашин. За несколько лет производства было изготовлено не более 1000 штук. J.K. Threshing Machine Company была основана в 1842 году как мастерская по ремонту и продаже английских зерноочистительных машин. Вскоре, накопив достаточно опыта, она переключилась на производство зерновых молотилок и паровых двигателей, а в начале 1900-х и собственных самоходных машин. Первым керосиновым трактором компании стал выпущенный в 1912 году Case 3060. В качестве силовой установки на нем использовался двухцилиндровый мотор собственного производства объемом 31 литр мощностью 60 лошадиных сил. Номинальная частота вращения 360 оборотов в минуту. Крутящий момент 1400 ньютон-метров. Трактор имел одну передачу вперед и одну назад и мог разгоняться до 3 км в час. Получаемой при этом тяги хватало тянуть 10-корпусный плуг с общей шириной захвата 3,5 метра, а огромный топливный бак и выносливость позволяли делать это без остановки весь день. Производилась модель в течение 4 лет, однако выпущено было чуть более 500 штук. Малый для столь крупной компании тираж объясняется тем, что основным направлением Case в этот период были более легкие керосиновые машины Case 2040 и Case 1225, суммарный тираж которых к 1916 году составил около 4500 единиц. Трактор Avery 4080 производился иллинойской компанией Avery в период с 1913 по 1920 год. Он имел длину 5,5 метров, ширину 2,8 и высоту более 3. Мощность на тяговом крюке 40 лошадиных сил, на валу двигателя 80. Машина имела 2 передачи вперед и одну назад и могла разгоняться до 5 км в час. Согласно результатам испытаний, максимальный часовой расход топлива составлял 38 литров. Уникальной особенностью тракторов Avery, в том числе и модели 4080, была система скользящей рамы. Ее суть заключалась в том, что для переключения передач шестерни перемещались не отдельно, а прямо вместе с двигателем. Для этого он располагался на специальном подрамнике и мог занимать несколько фиксированных положений. Каждая из них обеспечивала свое зацепление главной шестерни шестернями трансмиссии трактора. При смещении двигателя назад включалась одна из передних передач, пониженная или повышенная. При смещении вперед через промежуточную шестерню включалась задняя передача. Компания считала, что такое решение было проще и дешевле, чем создавать отдельную КПП. Было ли это так, неизвестно. В июле 1920-го Avery 4080 прошел лабораторные испытания, в ходе которых выяснилось, что заявленные характеристики в действительности не соответствуют. Полученные показатели мощности составили 49 лошадиных сил на тяговом крюке и 69 на валу двигателя. В результате трактор был переименован в Avery 4565. Всего за годы производства было изготовлено около 1000 штук.
Minneapolis Steel and Machinery Company была основана в 1902 году и первоначально занималась производством металлических конструкций для строительства мостов, водонапорных башен и заводов. К концу первого десятилетия компания освоила выпуск зубчатых передач и редукторов, а в 1916 наладила производство Twin City 6090. Длина трактора 6,5 метров. Масса машины 13 тонн. В качестве силовой установки использовался шестицилиндровый керосиновый двигатель объемом 36,5 литров мощностью 110 лошадиных сил. Twin City имел усиленную трансмиссию с одной передачей вперед и одной назад и мог разгоняться до 4 км в час. Максимальное тяговое усилие при этом составляло более 5 тонн. Трактор использовался для вспашки тяжелых земель, в качестве стационарного двигателя для привода различных машин и работы с прицепными грейдерами. Производилась модель всего несколько лет, и за это время было построено не более 30 штук. До нашего времени сохранилось лишь 2 экземпляра. В 1921 году J.K. Stretch Machine Company выпустила свой самый большой керосиновый трактор, получивший название Case 4072. Он имел двигатель мощностью 90 лошадиных сил, двухступенчатую коробку передач и весил около 10 тонн. Трактор применялся для привода энергоемких зерноочистительных и молотильных машин, стационарного промышленного оборудования и работы с широкозахватными плугами. Согласно проведенным в 1923 году лабораторным испытаниям, максимальное тяговое усилие на крюке составляло 5 тонн. Максимальный часовой расход топлива при этом превышал 43 литра. Производилась модель всего 2 года, и за этот период было выпущено чуть более 40 единиц. Сегодня известно о 3 сохранившихся экземплярах. Главной причиной вымирания больших керосиновых машин стало исчезновение того, ради чего они и строились – целины. Для посева и уборки сельскохозяйственных культур тяжелая и неповоротливая техника уже не подходила. Некоторым тракторам нашли применение в качестве стационарных силовых установок, а дожившие до наших дней экземпляры отправились в музей. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.